И всем привет, с вами Вульф и Дезмонд, и мы играем в Майнкрафт. Да, ты нормально. Вот только ты сказал, потом я успел. Так, вот еще. Ваня там алмазы нашел. Ну, вы это, кажется, слышали. Ну, Шкрипер, вот ты мне сейчас реально ничего не сделаешь. Если бы я играл... Мгм. Чувак, не надо! Сейчас к тебе какой-нибудь гопник подойдет и мигом тебе покажет. Да не, да нет, вообще неплохое. Это так, это такие люди умные. Так, у меня 32 железа, супер. Я сейчас себе сделаю железный костюмчик. Да? Не, я помню еще Майнкрафт, когда с тобой бегали какие-то чудики. Ты помнишь? Так, home. Нет, я имею в виду, когда около тебя вились такие маленькие эльфы, которые, значит, я помню только одного, потому что один тебя, ну и глюк, у меня вместо камня, значит, один эльф мог тебя спасти от того, что ты упадешь. То есть ты падаешь с большой высоты, и ты бы... Нет, это не мод, это раньше такой Майнкрафт был. Это, нет, нет, я, по крайней мере, эти времена еще помню. Может, ты тогда еще не родился, чувак. Да нет. Нет, я помню, это было, ну, это было довольно скучно, потому что тогда... А? Окей, у меня их две, кстати, тебе одну дать, нет? Сейчас, значит, я беру свой железный. Так, делаю себе костюмчик железный. Ну, пока только нагрудник, такой скелет синешный. Сейчас, подожди. У меня шестой слиток выплывется, я себе делаю штанишки, и все. Я ботинки и это делать не буду. Давай. Если я прав. Три, три. Ой, мне нужен еще один слиток. Сука. Сука. Вот только не удаление вещей, чувак. То я знаю тут. О, чувак, я к тебе сейчас спущусь. Ваня, оцени. У меня 21. Ваня, оцени, Ваня. Посмотри на меня, Ваня. Я за тебя. Смотрите, дорогие друзья. Вот так вот я выгляжу. Ой, о, чувак. Да, реально алмазик. Алмазик. Да? О, у меня железо, кстати, больше. Теперь у меня железо больше. Ну, сейчас, подожди. Лидми, сейчас я только тростник соберу. У нас тростник растет. Это была идея Вани, вырастить тростник. Ну, о, у нас еще одна тыква выросла. Нет, вот еще одна. О, вот, сейчас, подожди, сейчас, секунду. Да ни хера она не тайная. Да, кстати, реально идет сильная нагрузка на процессор во время записывания. Я сейчас это оценил. Так, сейчас, подожди, мне надо просто все выгрузить, все важное. Так, значит, хлеб есть. Так, сколько там? Нормально, нет, сейчас, мне такой скин еще прикольный. Ну, это не скин. Так, Ваня, ты где? Давай к дому. Все, я тебя вижу, погнали. Я вот. Чувак, да ты летаешь, ты в курсе? Нет, ты глюк, походу. Ух ты. А это... Ты здесь нашел алмаз? Нихера. Давай здесь все прокопаем нахер. Я думал, что ты какую-то пещерку нашел. Моя башка, господи. Ты знала?
Ух, аллилуйя. Так, ну чё, давай копать? Свилка очень большая. Вот сейчас покажу тебе, где я примерно нашел. Как бы... Здесь надо именно в какой-то последовательности. Ой, здесь... Ой, я чуть не выпал, хотя вот ты не сделаешь дырку. Вот здесь вот я нашел алмаз. Слушай, ну чё, давай тогда копать все равно. Я хочу тоже алмаз найти. Сделать... нет, я из них буду делать кирку, наверное. Ну, надо будет еще 2 алмаза потратить на зачарование. Ну да. Хотя не знаю. Ну, надо книжку сделать. И единственное, если вот вы играете на серверах Майнкрафта и привыкли то, что на них есть шоп, Есть что? есть шоп. А, Ну, то есть ты, ну, я понял. допустим, выбираешь себе профессию, да, допустим, дилер, и копаешь там. И тебе за это еще начисляют деньги, кстати, очень выгодная профессия. Тупо. Ну, теряется смысл Майнкрафт. Ну, там 3 этих. Да, и там зарплата очень маленькая на всех работах. Только если булдер, и если админ оценит, то он выдаст тебе там миллиончик. Да и крыты хватает только на 1 алмаз. И у меня, кстати, прекрасно. Мир, чуваки. Блин, я копаю ни... Я тут копаю вообще ни хера. Ну, это нужны железные нервы и железные яйца. О, спасибо, что светил. Может, ты тоже будешь копать? Не, у меня кирка сломалась. Ну, вот, держи еще одну. Ага, вот как раз только что удаление выброшенных вещей. Так, держи. Бери быстрее, тут сейчас еще одно удаление. Да, у тебя каменные кирки, но эти ты точно алмазы не составляешь. У меня с собой железная. Я в пещеру без железной кирки не пойду в жизни. Потому что я туда... Ага, это нужно, я тебе говорю, железные яйца. Чтобы сломать. Короче, в старые бете или альфы, точно, не помню, когда вот появилась возможность путешествовать в ад, и там вот первые видео появились, то, что как долго ломать обсидиан. И тролль такой, троллем считалась сама игра, потому что там как ты долго копаешь, а там внизу лава, оказывается, обсидиан туда падает, и, короче, ты там 15 минут просто держал кнопку. Так, все, я пошел отсюда, мне надоело. Я добыл 64 камня и 40 камня. Мне как-то вообще не в кайф. Жалко, что нельзя делать каменную броню. Слушай, есть один мод, который это добавляет, но нет, потому что в камень он реально нужен только для инструментов. Ну и там, я не знаю, для кнопок разных, там, для всякой... в реальности была каменная броня. Ну, в реальности, ну, я не знаю, ну, какой-нибудь китаец. Ты что, китайцы, они же умные, они сразу это поняли. То есть ты предполагаешь, что в древности была каменная броня? Китайцы или поляки. Они все сделали. Броня была кожаная. Точнее, брони кожаной вообще не было. То есть была просто одежда. Потом уже появилась там кольчуга, лак и всякое такое. А до этого люди сражались просто в своей одежде. Не, была какая-то защита там. Но это совсем. Вот, например, сковородку на голову нацепить. Но в те времена сковородки не А, было. жалко. А то бы я был там главным полководцем. Я потому что так однажды сделал. Правда, правда, мои друзья вызвали не отложку, потому что подумали, что я ненормальный. Ну, а так, это реально хороший способ оценить древность. А? Чё ты говоришь? Да, чуваки, я псих, да. Я на себе ношу скелета. Так. О, 30 железа! 30 железа! Я же говорю, он псих. Да не, я просто... Это на записи будет слышно? Вряд ли. Наверное, нет, да. Поэтому, дорогие друзья, Валя только что говорил тихим голосом. Так, ну ладно, дорогие друзья, это